Друзья, если у вас нет возможности читать рассказ Джека Лондона «Сказание о Кише», смотрите это видео. Это история о смелости и находчивости обычного паренька. Написал рассказ Лондон в 1907 году. Итак, давным-давно у Полярного моря жил Киш. Многие годы он был первым человеком в своем поселке. Сейчас старики еще помнят те истории, которые рассказывали им их отцы, о том, как парнишка из самой бедной Иглу стал самым уважаемым человеком в поселке. Иглу – это хижина канадских эскимосов. Кишу было 13 лет, вернее 13 солнц, так говорили в поселке. Киш рос сильным и смышленым мальчиком. Его отец-охотник погиб в битве с полярным медведем. Зверя убил и сам погиб. Потом мясом этого медведя люди долго питались, и это спасло их. Киш был единственным его сыном, потому остался мальчик жить вдвоем с матерью. Но люди быстро все забывают, потому и о подвиге отца тоже скоро забыли. И о матери, и о нем самом. Жили они в самой бедной Иглу. Как-то вечером в Иглу вождя собрался совет. Киш взял слово и говорил как мужчина. Нам с матерью достается положенная доля мяса, но это мясо часто старое, жесткое и с костями. Мой отец добывал мясо больше всех и всегда делил его справедливо. Мужики офигели, какой-то пацан их строит. Иди спать, говорили ему старики, не то вообще никакого мяса не получишь. Тогда Киш ответил, что больше он ничего на совете не скажет, пока они сами не придут к нему и не попросят об этом. Мой отец был великим охотником, и я тоже буду охотиться и приносить мясо. И мой дележ будет справедливым. И ни одна вдова, ни один старик больше не будут плакать, что им есть нечего, в то время как у сильных мужиков животы болят, потому что они съели слишком много мяса. На следующий день Киш пошел на охоту. Над ним смеялись. Никогда еще в таком возрасте не ходили на охоту, тем более самостоятельно. 3 дня прошло, Киша все не было. Началась буря. Даже мать смирилась, что Киш не вернется. Но утром он появился. Мальчик нес часть туши убитого медведя. Мужчинам сказал, чтобы пошли по его следу и привезли много мяса, медведицу и 2 ее медвежат. Охотники не могли в это поверить. Самому убить медведя – это очень круто, а тут медведица с медвежатами. Вообще unreal. Но все равно поехали. А когда приехали, были в шоке. Киш не только убил медведей, но еще и разделал мясо, чтобы его легко было вести. Киш и дальше ходил на охоту и всегда убивал медведей. Он уходил на 3-4 дня, иногда на неделю. И никого никогда не брал с собой, даже собаки. Мужики не могли понять, как он охотится. В поселке заговорили о колдовстве. Ему помогают охотиться злые духи, говорили завистники. А может добрые? Может это дух отца ему помогает, говорили другие. Мясо Киш делил справедливо. Старики получали хорошую долю, а себе он оставлял столько, сколько было нужно для пропитания. Местные начали говорить, что именно Киша нужно будет выбрать новым вождем после смерти старого. На совет Киш не приходил, а звать его мужикам было стыдно. Однажды Киш сказал, что те, кто ест его мясо, пусть построят для него и матери большую иглу, ведь у него на это нет времени, потому что он охотится. И люди построили ему иглу больше, чем у вождя. Мать Киша, Айкигу, стали уважать, советоваться с ней. Однажды один завистник прямо сказал Кишу, что многие думают о его связи со злыми духами. Мясо все едят? Да. Кто-нибудь отравился? Нет. В чем проблема? В зависти. Решили тогда на совете послать вслед за Кишем 2 молодых охотников, чтобы те узнали его тайну. Через 5 дней они вернулись и все рассказали. Киш встретил огромного медведя.
Но медведь не хотел биться, он уходил. За ним без всякого страха пошел Киш. Он кричал, шумел. Наконец медведь рассердился и побежал на Киша. Киш стал убегать от него и бросать на лед какие-то шарики. Медведь нюхал их и глотал. А потом очень скоро он начал выть от боли. Медведь царапал себя когтями, он уходил прочь. А Киш спокойно шел за ним. Когда медведь совсем ослаб, Киш прикончил его копьем, а потом разделал мясо. «Колдовство!» — сказал тот завистник. Когда Киш вернулся, его пригласили на совет, чтобы поговорить с ним. «Нет, пацаны, я есть хочу и я устал. Давайте вы сами приходите ко мне». Все пришли. Вождь рассказал, что услышал от 2 шпионов. «Ты колдуешь?» «Нет, я мальчик, а не колдун. Мозги нужно иметь и пользоваться ими». «И что, каждый сможет так охотиться?» «Каждый». И Киш рассказал, как охотиться. Он взял китовый ус. Концы его были острыми, как иглы. Тогда он скрутил его в руке. Ус стал маленьким. После этого руку раскрыл, и ус снова распрямился. Догадываетесь, в чем фишка? Нет, тупим. Киш взял кусочек тюленьего жира, засунул в него свернутый китовый ус. Теперь это дело нужно выставить на мороз, чтобы он замерз. Медведь проглотит шарик, жир в желудке растопится, ус распрямится, и медведю будет очень больно. Тогда его легко убить. Со временем Киш стал вождем своего племени, потому что действовал не только силой, но и мозгами. Вот такая история, друзья.